Наверное, каждый из вас считает, что все преступники должны получать по заслугам. Но слышали ли вы, сколько времени проводят за решеткой настоящие отморозки? В этом видео я расскажу вам, сколько лет отсидел первый чернокожий президент Южной Африки, как можно попасть в тюрьму без суда и следствия, а также расскажу историю самого долгого заключения в истории США. Самое первое, я бы хотел рассказать удивительную историю одной пары. Семейная жизнь Ихья Абрахама и Ори длилась долгие 22 года. Их счастливый брак начался, когда девушке было всего 19 лет, в то время как мужчина был почти на 20 лет старше ее. И вот в один прекрасный день Ора решила подать на развод. Стоит отметить еще один факт. Семья уже долгое время проживала в Израиле, а там, как известно, действуют особые законы. Если кто-то не признает решение церковного суда, он отправляется за решетку. Вообще вся перепалка случилась как раз из-за разницы в возрасте семейной пары. Оре на момент подачи заявления было уже за 30 лет, а Ихье и вовсе 50 с лишним. Женщине не нравилось жить вместе со стариком, и она нашла себе нового молодого мужчину. Правда, чтобы с ним официально завести брак, надо было сначала развестись с Ихьей. Ора подала на развод в церковный суд, который одобрил его. Правда, мужчина был совсем не согласен с решением и не признавал его, из-за чего угодил за решетку. Целых 32 года Ихья Абрахам провел в тюрьме только за то, что не хотел отпускать свою жену. Здесь отлично подойдет фраза «упрямый как осел». Мужчина скончался в возрасте 81 года прямо в тюрьме, так и не согласившись с решением суда, а также не отпустив свою жену. На тот момент ей было уже за 60, из-за чего нового любовника она бы уже не смогла найти. Как говорится, ни себе, ни людям. Следующая история, которую я хотел бы вам рассказать, не менее интересная. Не всегда люди попадают в тюрьму в результате долгих судебных разбирательств. Например, в XIX веке в Российской империи начали возникать антимонархические движения в обществе, и бороться с людьми, состоящими в них, было принято без особых церемоний. Михаил Бейдеман как раз состоял в таком обществе. Он после окончания училища отправился в Лондон. Там Михаил под вымышленной фамилией работал в типографии и печатал антимонархические тексты. Но он не хотел заниматься только этой работой. Революционер желал действовать, поэтому Михаил разработал свой безумный план. Он должен был вернуться в Петербург и совершить там покушение на императора. Правда, что-то пошло не по плану. Михаила Бейдемана задержали на границе. При себе у него были рукописи антимонархических статей, а также бумаги, в которых сообщалось, что он внебрачный сын одного из императоров и что трон в стране узурпировали. Помимо этого, с собой у него был пистолет, пули и порох, а также кинжал. Сотрудникам правопорядка сразу было ясно, зачем этот человек хочет попасть в страну. Тогда же о аресте Михаила сообщили Александру II. Естественно, императору этот мужчина очень сильно не понравился. Он буквально воспылал гневом и приказал отправить его в тюрьму без суда и следствия. В итоге Михаил Бейдеман провел за решеткой 20 лет, после чего его отпустили. Правда, за это время мужчина лишился рассудка, и на воле оказаться ему не было суждено. Его отправили в психиатрическую больницу, в которой он и скончался спустя 6 лет. В итоге Михаил Бейдеман провел в местах лишения свободы более 26 лет, без какого-либо суда и следствия. А то, сколько провел за решеткой наш следующий персонаж, просто поразит вас. По крайней мере, я, пока искал эту информацию, был просто ошеломлен. Более 68 лет Поль Гейдаль провел в тюрьме. Это просто невозможно, казалось бы. Этот мужчина даже попал в книгу рекордов Гиннесса за самый большой срок. Поль Гейдаль – американский преступник, у которого было очень трудное детство. Когда ему было 5 лет, его отец умер, из-за чего мальчик оказался в приюте. Большую часть детства и юности он провел именно там. К 14 годам Поль закончил школу и пошел работать. Брали молодого человека в основном в разные отели. Правда, бедное детство мальчика давало о себе знать. Он очень сильно недолюбливал богатых людей.
В 1911 году Поль Гейдель работал в отеле, в котором решил остановиться один брокер. По наблюдениям молодого человека, он был очень богат. Из-за этого Поль решил его ограбить. Он прокрался в его номер, задушил мужчину тряпкой с хлороформом и принялся искать деньги. Однако ему не особо повезло. Брокер не носил с собой наличные деньги, из-за чего Поль обнаружил лишь несколько долларов. Об убийстве сразу прознал весь отель, да и найти преступника не составило труда. Спустя почти 2 месяца Поль Гейдель предстал перед судом. Молодого человека приговорили к 20 годам лишения свободы. Поль уже отбывал наказание в одной из тюрем, когда у него нашли психическое заболевание. Тогда его отправили на принудительное лечение в другую тюрьму. Так и начались долгие странствия из одного места заключения в другое. В 1974 году уже пожилого Поля хотели освободить, но мужчина отказался выходить из своей камеры. Тогда было принято решение оставить его, ведь и персонал, и другие заключенные привыкли к нему. Да и проблем он не создавал. Правда, спустя 6 лет Поля Гейделя все же отпустили. Его пришлось насильно вытаскивать из камеры. Уже пожилого дедушку отправили в дом престарелых, где он скончался спустя еще 7 лет. В итоге Поль Гейдель провел вместо 20 положенных ему лет заключения целых 68 лет 245 дней. А самое удивительное, что он сам не желал покидать камеру. Я, конечно же, не мог не рассказать вам о женщине, которая провела самый большой срок в тюрьме. Ей стала Винни Джад. Эта женщина провела в местах заключения более 34 лет, а о том, как это произошло, я расскажу прямо сейчас. Винни Джад работала секретарем в медицинской клинике. Денег для самостоятельной жизни было недостаточно, да и не очень-то это весело. Из-за этого Винни проживала вместе с 2 своими подругами, которые также работали в этой клинике. И все 3 девушки влюбились в одного бизнесмена по имени Джек. Этот мужчина не желал отношений ни с одной из этих женщин, так как он на самом деле был женат, настоящий джентльмен. Но и это не останавливало подружек. Они продолжали делить Джека между собой. На одной из посиделок все споры о том, чьим будет мужчина, переросли в серьезную перепалку. Винни была совсем не согласна с доводами своих подружек и приняла не лучшее решение. Женщина достала пистолет и застрелила их, пока они спали. Перед Винни Джад встал вопрос, что сделать с трупами. И в ее голову пришла не самая лучшая идея. Она расчленила тела жертв и поместила их в чемоданы. После этого женщина отправилась на железнодорожный вокзал и купила там билет до Лос-Анджелеса. Тут-то она и попалась. Сотрудник вагонного багажа почуял запах не первой свежести из чемодана, а также заметил подтеки крови. Он подумал, что Винни перевозит тухлое мясо, и попросил ее открыть чемодан. Однако женщина испугалась, бросила сумки и убежала. Прибывшие на место полицейские вскрыли чемоданы и обнаружили трупы. Спустя примерно месяц Винни поймали и отправили в тюрьму. На суде ее приговорили к смертной казни, однако позже наказание заменили на длительное заключение. Почти сразу у нее обнаружили психические заболевания и отправили на лечение в больницу при тюрьме в Аризоне. Из этой лечебницы женщина сбегала аж целых 6 раз, а последний из них и вовсе был самым удачным. Винни смогла добраться до Сан-Франциско и под вымышленным именем устроиться на работу в одну богатую семью, где и проживала. Спустя 6 лет ее все-таки смогли поймать и отправили долечиваться. Винни Джад провела в тюрьме еще 2 года и вышла на свободу. Она смогла дожить аж до 93 лет. Но не всегда преступники сразу попадают в тюрьму. Вот взять, к примеру, Василия Марьянчука. Этот уроженец Одесской области был очень известен в криминальном мире. Мужчина руководил организованной преступной группировкой, в которую входило более 70 бойцов. Это были бывшие милиционеры, спортсмены и военнослужащие. На счету организации насчитывалось свыше 20 умышленных убийств. Вообще, в 90-х годах на постсоветском пространстве существовало огромное количество разных организованных преступных группировок, но организация Василия Марьянчука отличалась среди множества других.
С ней связывали заказные убийства известных личностей, например, редактора газеты «Вечерняя Одесса», полковника СБУ, нескольких высокопоставленных чиновников и даже покушение на мэра города Одесса. Естественно, преступников долго пытались поймать. В 1999 году Марьянчук пытался сбежать из Украины в Венгрию. У него это получилось, однако даже в другой стране его смогли задержать. После этого Василия отправили в следственный изолятор в городе Николаев. Там он должен был ожидать решения суда. В итоге Василий Марьянчук провел в СИЗО целых 15 лет. И лишь спустя столь большой срок ему вынесли приговор – пожизненное лишение свободы. И все эти 15 лет пошли в счет срока заключения. Пока я изучал информацию и подготавливал сценарий для этого ролика, я обнаружил просто ошеломительную информацию. Знали ли вы, что первый чернокожий президент Южной Африки провел в тюрьме 27 лет перед тем, как стать лидером государства? А самое удивительное, что такой срок он получил не за тяжелое преступление. Нельсон Мандела долгое время боролся за права чернокожих в Южной Африке. В 1962 году мужчину арестовали и приговорили к пожизненному заключению. Мандела провел 27 лет в тюрьме, прежде чем был освобожден в 1990 году. Тогда же он принялся бороться против расового неравенства. Нельсон действовал как внутри страны, так и на международной арене. Долгих 4 года борьбы привели к тому, что апартеид, расовое разделение в Южной Африке, был преодолен. А в 1994 году Нельсон Мандела стал президентом этой страны. Он даже был лауреатом Нобелевской премии мира. Мужчина прожил долгую жизнь и внес огромный вклад в равноправие и устранение расового неравенства. Он был президентом Южной Африки целых 5 лет, а после продолжал заниматься политической деятельностью. Умер этот замечательный человек в возрасте 95 лет в кругу семьи 5 декабря 2013 года. А дальше я хотел бы рассказать вам историю человека, который прошел войну. Как известно, подобное очень сильно влияет на психику человека. Говард Унру служил в армии США танкистом. Во времена Второй мировой войны он вел дневник, в котором подробно описывал трупы убитых им врагов. И, как мне кажется, это уже не самый лучший звоночек. После войны Говард Унру попытался жить обычной жизнью. Правда, он не ушел от записей в свой дневник. Теперь в специальную тетрадку мужчина записывал имена людей, которые оскорбляли его и шутили над его гомосексуальными наклонностями. Одним днем Говард Унру решил положить конец издевательствам. Он взял боевой пистолет и пристрелил 13 человек, среди которых было 3 детей. После этого мужчина забаррикадировался в своей квартире. Его дом окружило более 60 сотрудников полиции, причем вооруженных до зубов. Мужчину удалось захватить при помощи газовой атаки. На допросе его спрашивали, что же такого сотворили его соседи, что он решился их убить. Ответ потряс всех. «Пока ничего, но они меня уже достали». И лишь на допросе было обнаружено, что Говард был ранен. Его тут же отправили в больницу. В ней психиатры поставили бывшему военному тяжелый диагноз – параноидальная шизофрения. Это заболевание помогло ему избежать уголовной ответственности. Однако он все равно попал под стражу, уже в психбольнице. Возможно, условия жизни в ней были достаточно хорошими. Говард Унру провел в ней 60 лет и скончался в 2009 году в возрасте 88 лет. Мужчина поставил настоящий рекорд по сроку пребывания в психбольнице закрытого типа в США. В конце я хотел бы рассказать вам про одного из самых страшных американских серийных убийц. Уильям Джордж Хайронс, более известный под прозвищем «Помадный убийца», однажды признался в 3 убийствах, которые совершил в 1946 году. Свое прозвище он получил за то, что в доме, где совершил одно из преступлений, он написал красной помадой фразу: «Ради всего святого, поймайте меня, пока я не убил снова. Я не могу себя контролировать». В 1946 году 17-летний Уильям Джордж Хайронс был задержан полицией при попытке взлома чужой квартиры. Он оказывал сопротивление, из-за чего его пришлось нейтрализовать. Сделать это полицейские решили прямо как в фильмах.
сбросили ему на голову 3 цветочных горшка, от которых он потерял сознание. Допрашивали молодого человека целых 6 дней. Мужчине вкололи пентатал натрия, сыворотку правды, под которой мужчина признался в убийстве 6-летней девочки и еще 2 женщин. Мужчину приговорили к пожизненному заключению. Избежать смертной казни ему помогло сообщение, которое он оставил. Оно свидетельствовало о неспособности человека остановиться. Уже после вынесения приговора мужчина отказался от признательных показаний. Он до самой смерти винил полицию, что это она выбила из него такие показания, чтобы посадить его в тюрьму и закрыть дело. Уильям Джордж Хайранс находился в тюрьме, начиная с 1946 года вплоть до самой смерти в 2012 году. Ему было 83 года, 65 из которых он провел за решеткой. По некоторым данным, Уильям провел за решеткой больше всех времени в истории США. В этом видео я рассказал о самых безумных сроках, которые отсидели преступники. Спасибо за просмотр, не нарушайте законы, любите друг друга и до встречи в следующих видеороликах. Пока!